Устрашающие размеры. Действенное оружие и абсолютная бесшумность. Он не любит незваных гостей и готов защищать свои владения до последнего. У него нет врагов, а единственным союзником является темная ночь, ведь под ее покровом даже самая бдительная добыча становится легкой мишенью. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и герой сегодняшнего выпуска – настоящий король ночи – Филин. Обыкновенный или евразийский филин – один из крупнейших представителей отряда сов. Длина тела самок может превышать 70 сантиметров. Масса нередко стремится к 4 килограммам, а размах крыльев приближается к 2-метровой отметке. Помимо размеров, филина отличает бочкообразное тело, огромные оранжевые глаза, так называемые перьевые уши и пестрый окрас, оттенки которого варьируются в зависимости от места обитания. Несмотря на невысокую плотность расселения, филин встречается на значительной территории Евразии, приспосабливаясь к самым разнообразным ландшафтам, начиная от северной тайги и заканчивая окраинами пустынь, но лишь при наличии укромных мест для гнездования и обилии потенциальной добычи. Рацион филина гораздо шире, чем меню любой другой совы, ведь мелким грызуном вряд ли можно утолить аппетит такого гиганта. В редких случаях охотник выходит на промысел при свете солнца, но с наступлением тьмы филин чувствует себя настоящим хозяином положения. Огромные глаза чрезвычайно чувствительны к малейшему изменению освещенности. Каждый квадратный миллиметр сетчатки содержит более 50 тысяч палочек, светочувствительных клеток, отвечающих за сумеречное зрение, что помогает издалека уловить малейшее движение. При этом голова птицы свободно вращается на угол до 270 градусов, поэтому, несмотря на неподвижные глаза, шанс остаться вне поля зрения охотника крайне мал. Завидев цель, филин срывается с места, стремительно сокращает дистанцию и впивает когти в ничего не подозревающую добычу. При этом зрачки филина регулируются в широком диапазоне. В зависимости от освещенности они изменяют количество попадающего на сетчатку света, поэтому совы видят днем ничуть не хуже, чем в сумерках. Во многих регионах основной жертвой пернатого хищника становятся зайцы и кролики. Эти животные невероятно бдительны и настолько быстры, что могут оставить позади даже волков. Но против филина обладатели гигантских ушей бессильны. Особое оперение наделяет сов абсолютно бесшумным полетом, что не оставляет добыче ни секунды, чтобы среагировать. За мгновение до атаки филин вытягивает вперед свои мощные ноги с невероятно смертоносным оружием. Острые, как заточенные ножи, 3 когтя совы направлены вперед, в то время как 4-й отогнут назад. При нападении они смыкаются мертвой хваткой, из которой нет выхода даже крупной цели. Иногда добыча все же успевает заметить нападающего, но тот способен своевременно изменить направление атаки. Порой даже промах может обернуться дальнейшим успехом. Филин превосходно видит издалека, но вблизи его зрение слабеет, поэтому глаза ему успешно заменяют чувствительные волоски, сравнимые с кошачьими усами. Точное назначение перьевых ушей неизвестно. Скорее всего, они обеспечивают дополнительную маскировку в местах отдыха, а возможно и помогают при общении. Настоящие же уши скрыты под оперением. Как и у других сов, они расположены на разной высоте. Звук до каждого уха доходит с разницей в доли секунды, но этого более чем хватает, чтобы определить точное положение его источника.
Собственный звуковой репертуар птицы обширен, но наиболее частым и узнаваемым становится громкое уханье, которое в безветренную погоду можно услышать на расстоянии 4 километров. Во многих странах Европы добычей филина становятся относительно крупные серые крысы, которые могут даже пережить удар огромных когтей, но против мощного острого клюва у них нет шансов. Ночь становится лучшим временем для налета на чужие гнезда. При этом размер цели не имеет значения. Внезапная атака позволяет буквально вырвать подростка из гнезда без какого-либо сопротивления. С наступлением холодов ежедневная потребность филина в пище может доходить до половины килограмма, а появление потомства вынуждает птицу охотиться в разы чаще. При достаточном количестве добычи филин может оставаться на выбранной территории всю жизнь, при этом пара тоже нередко образуется до самой смерти. Несмотря на это, брачный ритуал, включающий крики, ухаживание, танцы и кормление, повторяется из года в год, как в первый раз. Филины не строят гнезда, предпочитая готовые укромные места, в том числе скалистые уступы, поваленные деревья или просто углубления в земле. Кладку высиживает только самка, в то время как самец исправно приносит ей пищу. Пройдет около 3 месяцев после вылупления, прежде чем малыши окрепнут, получат полноценное оперение и смогут летать, становясь все более самостоятельными. Все это время молодняк находится под серьезной защитой, и даже крупные животные подвергаются немедленному изгнанию. Пернатые расправляют крылья, увеличиваясь в размерах, поэтому желающих связываться с ними почти не возникает. В природе птицы могут прожить более 20 лет, а в неволе при должном уходе и в 3 раза дольше. В силу размеров у филинов почти нет естественных врагов, но в прошлом столетии люди массово истребляли их, считая вредителями, во многих регионах превратив процветающий вид в исчезающий. Состояние популяции сегодня в целом не вызывает опасений, но вырубка лесов и браконьерство уже скоро может поставить столь величественных птиц на грани исчезновения. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!